Самое частое явление в сновидениях, которое связано со смертью, это приход умерших родственников. И мы вдруг начинаем пугаться. Мы начинаем понимать, что к нам пришло что-то иное. Мы не хотим отпускать человека, темные силы пользуются этим. После смерти близких людей наступает примерно годовой период горевания, когда умерший близкий человек приходит к нам в снах, ведет с нами диалоги. Это целая гамма сновидений, когда, с одной стороны, сновидец не хочет отпускать умершего, и поэтому во сне он видит как бы продолжение жизни с этим человеком. Если связь между сновидцем и ушедшим человеком была очень сильная, такого умершего очень сложно отпустить. Во сне появляются фантазии, куда бы мог уйти умерший человек. То есть мы видим разные локации, разные фоны. Образ умерших людей, которые к нам периодически приходят во сне, он меняется со временем. Часто, в зависимости от верований сновидца, он видит, что умерший страдает. Либо он видит эту душу, которая скитается по какой-то пустыне, по каким-то темным туннелям, либо умерший жалуется и плачет. Через какое-то время происходит странное исчезновение умершего родственника из сновидческого ряда. Это говорит о том, что работа горя закончена, что мы отпускаем человека. Спустя несколько лет после ухода близких люди замечают, что их умершие снова начинают появляться в сновидениях, но впечатление от контакта с ними становится качественно иным. Нередко умерший человек предстает во сне в умиротворенном или даже радостном виде. Создается впечатление, что он или она смирился с фактом ухода и занят организацией жизни в новом мире. Близкий ушедший может показывать сновидцу свой новый дом, посаженный сад, работу или даже новые отношения. Умерший может вести спокойный диалог со сновидцем, словно пытается сказать, что здесь, то есть на том свете, тоже идет своя жизнь, и эта жизнь не статична. Такие встречи оставляют впечатление, что тревоги, сомнения, сожаления и раскаяния оставлены в прошлом. Ушедший человек демонстрирует свое согласие с уходом из жизни и может утешать сновидца и ободрять его для продолжения полноценной жизни. Иногда нам так хочется поговорить с ушедшим, что мы постоянно думаем об этом, мы не отпускаем этого человека. И тогда может с нами происходить не очень неприятные вещи. Они, конечно, стоят на грани реальности и оккультного. Когда к нам приходит родственник или любимый ушедший человек,
И мы вдруг начинаем пугаться. Мы начинаем понимать, что к нам пришло что-то иное, что-то демоническое или астральное, под видом нашего близкого человека, ушедшего. Мы не хотим отпускать человека, темные силы пользуются этим. Они нам подкидывают этот образ, чтобы обмануть нас. Мы должны уметь отпускать наших близких, ушедших. Мы должны правильно понимать, что в каком-то символическом смысле это лишь временное расставание. Через какое-то время они начинают понимать, что хотя ушедший человек приходит в том же облике, и у него тот же самый голос, и немножко похожая манера говорить, тем не менее тематика таких разговоров меняется. Она становится общечеловеческой. Согласно аналитической психологии, каждый человек поддерживает связь с предками и вечностью через коллективное бессознательное. Швейцарский психолог Карл Густав Юнг ввел понятие самости. Она представляет собой центр нашей личности, который отвечает за восприятие души как бессмертной. Иногда самость приходит в сновидениях, в образах умерших родственников и ведет с нами диалоги. Эти беседы как раз могут носить универсальный, общечеловеческий смысл. Почему самость выбирает образ ушедшего человека? Потому что этот образ является точной метафорой нашей собственной части бессознательного, которая связана с потусторонним. Наш умерший родственник или близкий становится представителем самости или коллективного бессознательного. Даже если вы не верите в потусторонний мир, но вы не можете игнорировать бессознательное, которое с вами разговаривает. И один из способов достучаться до нас – это когда психика посылает нам очень сильное переживание, связанное со смертью.